Приветствую, друзья! Честно говоря, я очень хочу себе нормальный беспроводной микрофон. Я протестировал уже немало вариантов, однако так ни на чем и не остановился. Сегодняшний обзор – это очередная попытка найти тот самый звук и то самое удобство. О результатах вы можете судить сами, так как весь он будет записан на Maono VM620. Возможности, кстати, в него заложили с избытком. Целых 4 шага усиления. Это 2 шумоподавления, реверберация, режим mute и по 2 микрофона на клипсе. Проводную петличку к нему тоже можно подключить, но это уже из разряда исключений. В общем, будем с ним сегодня разбираться. Поехали! Приходит система в небольшой желто-черной коробке с указанием ее основных достоинств. В комплект нам положили инструкцию, зарядный Type-C кабель, 2 сильных магнита и пластиковый бокс с модулями. Последний по габаритам небольшой, легкий, со встроенным в него аккумулятором на 18 часов автономной работы. С нижней его стороны находятся 4 прорезиненных ножки, сзади Type-C порт, а спереди индикаторы и кнопка для его открытия. Внутри в специальных ложементах находится ресивер и 2 трансмиттера. Причем под ресивером ничего нет, а к каждому из трансмиттеров подходят по 2 клеммы питания. У ресивера есть Type-C разъемы, мама и папа, кнопка для включения шумоподавления, при зажатии она работает как mute, а также ряд индикаторов и переключатель гейна от 1 до 4. Это сейчас номер 2. Его мы вставляем в Type-C порт нашего планшета, смартфона или ноутбука, а через второй Type-C порт заряжаем. У каждого трансмиттера сзади по металлической прищепке, это важно, и клеммы. А спереди опять же массив светодиодных индикаторов. Фиолетовая кнопка, как и на ресивере, отвечает за шумоподавление. Есть отдельная для включения, 2 отверстия под микрофоны, 3,5 мм разъем под проводную петличку, кнопка mute, еще одна для реверберации и совмещенный с мониторингом зарядный Type-C порт. Встроенной в корпус батареи хватает примерно на 6 часов записи. Кажется, что как-то много всего, но я вас успокою. Реверберация вам точно не понадобится, ее лучше наложить потом уже на готовую запись. Мьют имеет смысл только для прямого эфира, чтобы не сказать туда что-то лишнего. Ну и шумоподавление тоже лучше наложить потом в любом звуковом редакторе. Как-то здесь оно довольно агрессивное. Но использование проводной петлички в таком форм-факторе это больше в виде исключения. То есть пользоваться вы будете только переключением режимов усиления, ну и собственно включать-выключать устройство. По поводу гейна, у него тут 4 ступени, и каждая, как вы понимаете, усиливает не только ваш голос, но и шумы. При работе с приложением звукозапись на моем Galaxy S21 все было идеально чисто. Слегка лишь выдавал себя легкий гейт на автоматическом режиме. А вот с приложением камера на фоне явно слышались наводки. Обычно я записываю звук сразу в телефон, и это, как вы понимаете, накладывает свои ограничения. Если писать звук отдельно, все просто великолепно, чисто, разборчиво, с прекрасной динамикой и артикуляцией. А вот запись видео требует последующей чистки, желательно с применением искусственного интеллекта. Да, голосу это совершенно не мешает, то есть пользоваться, как вы сами слышите, им вполне можно. Но тогда понадобится либо обработка, либо фоновая музыка. По дальности работы никаких вопросов к данной системе у меня лично нет.
С креплением на крокодильчик поначалу тоже были проблемы, поскольку майка просто выворачивалась наружу. Как результат, один микрофон смотрел вперед, а другой запирался кожей. Но производитель оказался мудр и вышел из положения, сделав эти крокодильчики железными и приложив два мощных магнита в комплект. В результате все прекрасно держится и удобно в использовании. Ну и давайте я вам покажу, как на звук влияет гейн и шумоподавление. Но помните, первый можно заменить нормализацией на постобработке, а второй соответствующим эффектом. Ну и давайте я вам покажу, как на звук влияет гейн и шумоподавление. Но помните, первый можно заменить нормализацией на постобработке, а второй соответствующим эффектом. Встроенные функции нужны для совсем уж ленивых или для прямых эфиров, где нет той самой постобработки. Встроенные функции нужны для совсем уж ленивых или для прямых эфиров, где нет той самой постобработки. Это самый низкий гейн, то есть номер 1. Это второй гейн, тот, на котором записывался весь данный обзор. Это у нас третий гейн, то есть предмаксимальный. Ну и это у нас уже максимальный гейн, выше которого здесь просто не бывает. Как слышите, шума стало больше, а при нормализации примерно уровень звука остается тот же самый. Мне больше всего понравился второй гейн. На первом как-то, на мой взгляд, мало энергии. Можно использовать третий, но второй, на мой взгляд, наиболее эффективен. Да и на всех картинках, которые прилагает производитель, используется именно он. Итогом, беспроводная система Maona VM620 удобна в переноске. Модуль отлично держится в разъеме и прекрасно крепится на одежду. Целая куча встроенных эффектов для прямого эфира, реально рабочий гейн и довольно полезный мьют. По характеру записи у меня только положительные эмоции. Звук четкий, выразительный, с хорошей прорисовкой и переходными характеристиками, шикарной артикуляцией и общей динамикой. Все более-менее чисто и сверхразборчиво. В режиме рекордера я просто нарадоваться на эту модель не могу. А вот запись с камеры придется чистить. Я говорю сейчас о использовании VM620 только со смартфоном, поскольку это его основное предназначение. Для выездных работ или записи на расстоянии это, вне всякого сомнения, отличный вариант. А вот для дома, где можно использовать и проводное решение, к фону лично у меня есть вопросы. Да вы и сами все прекрасно слышите. А на этом, друзья, у меня все. Это была микрофонная система Maona VM620. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. На них нужно подписаться. Всем, друзья, добра!